Всем здравствуйте, меня зовут Олег Новиков, и сегодняшняя история про очень необычного найденыша. Сразу хочу предупредить, что история закончилась хорошо, поэтому не переживайте. Началась эта история с того, что я получил сообщение от своего знакомого, который работает в Центре дикой природы. В сообщении было написано: «Олег, ты, наверное, ближе всех к месту, и мне нужна твоя помощь». Не успел я дочитать сообщение, он перезванивает и говорит: «Олег, только не говори, что ты уехал на юг». Я такой: «Нет, не уехал». Говорю ему, рассказываю, что случилось. Он рассказал мне, что они получили сообщение от людей, которые за городом нашли маленького шакаленка. Поначалу не было понятно, что происходит, но одно было ясно, что звереныш был в плохом состоянии. Я попросил его, чтобы он прислал мне телефон людей и координаты места. Он сказал, что координат места нет, есть фотография и телефон женщины, которая его нашла. На фотографии, которую она прислала, в картонной коробке лежал маленький лисенок с открытым ртом. Совсем малыш. У нас маленькие шакалята похожи на лис, но это был лисенок. Маленький лисенок, потому что у него была узкая мордочка. В общем, я поехал за малышом. Мне нужно было забрать его оттуда как можно скорее и отвезти в клинику. По дороге я позвонил женщине, которая его нашла. Она рассказала, что, гуляя с собакой за городом, к ним навстречу на тропинку, шатаясь, выбежал этот малыш. Место, где они гуляли, это район частных домов. А за ними начинается пустырь. Вот на этом месте они и встретили малыша. Первый мой вопрос был, что с ним сейчас. Потому что на фото я видел зверька, который, вряд ли в состоянии куда-то бежать. Она сказала, что ему становится хуже, и она положила его в коробку. Я спросил ее, собака ничего ему не сделала. Ответ был нет. Она сказала, что не дала собаке подойти близко. Я спросил ее, какой адрес у самого ближайшего дома к этому месту. Я внес адрес в навигатор для того, чтобы посмотреть, сколько времени у меня возьмет для того, чтобы добраться до этих мест. Я сказал женщине, что приеду примерно через 1,5 часа. Она сразу сказала, что не может столько ждать, потому что на улице очень жарко. Я попросил ее, чтобы она забрала малыша с собой до тех пор, пока я не приеду. Просто чтобы не оставлять его на улице. Она сказала, что не может. Она сказала, что у нее есть собака, и она не может взять лисенка в дом. Я понимаю, почему так происходит. Многие люди не хотят дотрагиваться до диких животных, потому что думают, что у них много инфекционных заболеваний. И это очень хорошо, пусть они так думают, потому что чем меньше человек трогает диких животных, тем лучше для животных. Хотя в этом конкретном случае я бы очень хотел, чтобы она забрала лисенка домой, потому что на улице было очень жарко. Я попросил ее, прежде чем она уйдет, мне нужно, чтобы она сделала несколько вещей. Прежде всего, нужно было найти укромное место в тени, чтобы малыша не было видно с дороги. Потом мне нужно было, чтобы она сделала 3 фотографии. Первое — близко самого малыша. Второе — место там, где он лежит. И еще одно фото местности с расстояния 10-20 метров. Зачем я просил эти фотографии и зачем мне фото местности? Ведь женщина сказала, что покажет мне точное место, когда я приеду. Все это нужно для того, чтобы я смог найти его сам. Например, на тот случай, если человек не ответит мне на телефон в тот момент, когда я приеду на место. Такие случаи, к сожалению, бывают и довольно-таки часто. Ты договариваешься с человеком, приезжаешь на место, начинаешь ему звонить, а он тебе не отвечает по разным причинам. Поэтому даже если человек говорит, что он приедет и покажет мне точное место, я все равно стараюсь получить как можно больше информации на тот случай, если мне придется искать его самому. Женщина прислала то, что я просил. У меня был адрес ближнего дома и 3 фотографии. Теперь я точно знал, где находится маленький лисенок. Сейчас самое главное, чтобы он меня дождался. Женщина сказала, что вернется сюда к моему приезду. Но на самом деле это уже не имело никакого значения. Я очень надеялся, что ничего не случится за эти 1,5 часа. Мне нужно было забрать маленького лисенка и отвезти его в клинику. От этих мест до клиники примерно еще 2 часа дороги. И это совсем другое направление. Мне нужно будет возвращаться обратно. Но по дороге обратно лисенок хотя бы будет под моим присмотром. В таких ситуациях, когда нужно поспешить, никогда не получается приехать быстро. Мало того, что ты всю дорогу переживаешь за малыша, как он там один и что ему плохо, так еще как назло везде пробки. Я добрался до этого места. Это окраина района, за домами небольшой пустырь, кусты и дальше небольшой лесок. На дороге стояла женщина. Это та женщина, с которой я разговаривал. Она вернулась обратно уже без собаки. Мы пошли в сторону, где лежала коробка. Когда я стал подходить ближе и увидел размеры коробки, я просто обомлел. Я даже не могу вам передать свое состояние. Это была очень маленькая коробка от обуви. В ней лежал маленький лисенок, совсем крохотный. В этот день было очень жарко. Температура целый день была больше 40 градусов. Мало того, что очень жарко, так еще очень сухо. Сухой ветер с пустыни. Малыш был целый день без воды.
Женщина, конечно, положила в коробку ему маленькую крышечку с водой, чтобы он попил. Но вы должны понимать, что маленький звереныш, который обезвожен, не сможет пить самостоятельно. Даже если вы поставите ему огромную миску с водой, он просто не в том состоянии, чтобы пить самостоятельно. В таких случаях его нужно поить или из бутылочки, или из шприца. Хотя бы для того, чтобы вернуть его в более-менее нормальное состояние. И даже так не всегда получается. Иногда не обойтись без доктора и капельницы. Я положил малыша в коробку побольше, включил на максимум кондиционер. Нужно было немного остудить малыша и дать ему попить. Так. Я взял маленький шприц без иголки и дал ему немного воды. Лисенок пил с удовольствием. Он на самом деле был очень обезвожен. Он пил сам, это большое счастье, мне очень повезло. Не молодец. Да. Надо пить, надо пить. Умочка. Молодец. Молодец. Пьет. Молодец, сейчас еще. Ау! Как ты сказал? Ау! Понравилась водичка? Еще раз. Давай, еще раз. Ау! Ты мой ребенок. Давай еще воды. О, видишь, ты ожил прям сразу. Давай, стой. Да, стой. Иди. Ну не упирайся. Вот так. Правильно. Точно. Я с тобой полностью согласен. Давай еще воду пьем. Никуда. Стой. Ты как сразу. Давай еще, стой. Да, я знаю, что ты молодец. Я знаю, что ты молодец. Стой, давай еще раз, еще чуть-чуть. Вот ты какой красавчик. Умочка. Ты золотой ребенок. Да, мы лаем. Так мы лаем. Ну что вы думали? Мы же зверь, мы же серьезный зверь. Все. О. Это мой сладкий. Вот оно чудо природы. Вот оно чудо. Стой. Вот такое вот. О. Да. Ты красавец. Точно. Сейчас тебе еще воды дам. Ему становится лучше. Я думаю, что это просто обезвоживание. Потому что очень жарко. Вот сейчас время уже сколько? 5 часов, а на улице 38 градусов. А днем было еще жарче. И днем было сухо. Ну, мало того, что жарко, еще очень сухо. Ветер с пустыни, ну просто ужас.
Вот такой вот красавец. Это мальчик или девочка? Кто это? Это пацан, по-моему. Стой, покажи. Подожди, стой. Ну, подожди, не убирайся, стой. Это пацан. Ты пацан. Ты будешь серьезным. Вот он. Это ты меня ругаешь? Я не понял. Или ты... что ты говоришь? Скажи мне еще раз. Я не понял. Я не расслышал. Давай еще водички. Да. Стой. Надо воду еще. Надо еще водичку. Да. Не упирайся. Я несколько раз давал ему водичку. И каждый раз было видно, что ему становится все лучше и лучше. Малыш спал в машине в кондиционере, ему было не жарко. Как только он просыпался, я сразу останавливался на обочине и давал ему попить. Он пил, потом что-то мне рассказывал на своем лисьем, не знаю что, наверное, ругал меня. Я не совсем понял. И мы ехали дальше. Малыш просто на глазах оживал и даже пытался вылезти из коробки. В общем, теперь его жизни ничего не угрожает. Во всяком случае, мы ехали в центр дикой природы. Это то место, в котором понимают, как ухаживать за такими ушастиками. Теперь все будет хорошо. Начинает оживать потихоньку. Это уже второй раз воду я ему даю, и уже ему легче становится, да? И красавец. И мне кажется, у него есть воспаление в ушке в левом, потому что он трясет им. Вот такое вот чудо природы. Все. Поехали дальше. Потом еще остановлюсь, еще попью. Ложись и отдыхай. Все, ложись. Все, лежи. Это все. Ау. Ай. Поехали. Расскажу вам немного об этом уникальном звереныше. Лиса относится к семейству псовых, как волки и шакалы. Хотя по повадкам они больше напоминают кошек, чем собак. Наибольшая активность ночью, легко ориентируется в темноте благодаря отличному зрению. Поэтому охотится лиса именно в темное время суток. Техника охоты тоже очень похожа на кошачью. Немногие знают, но лисы умеют выпускать когти. С помощью когтей они могут лазить по деревьям и забираться на возвышенности. Волки, например, так делать не умеют, хотя они тоже семейство псовых. Почти в каждой стране есть сказка или легенда, в которой лис или лисица – главный герой. Это персонажи всегда показаны как умные и очень хитрые. И это правда. Лиса очень умное животное. Лисий род насчитывает 12 разновидностей. Самой маленькой лисой в мире считается феник. Или фенек, как его еще называют. Это лиса с огромными ушами и очень маленького размера. Длина тела 40 сантиметров. И весит такой ушастик всего 1,5 килограмма. Лисы всеядные животные. Но все же основу ее питания составляют позвоночные. В рацион лисы входят около 400 видов разных животных. Охотится лиса на мелких грызунов, зайцев, птиц, пресмыкающих, жуков. Лисы часто поселяются вблизи больших городов или пригородов, где они очень хорошо приспосабливаются и обживают городские окрестности. Обыкновенная лисица – обладательница шикарного хвоста, главным украшением которого является ярко-белый кончик. Причем появляется он сразу. У новорожденных щенков, у которых еще нет зубов, не открыты глаза, уже красуется светлый треугольник. Ходит легенда, что когда-то у лис хвосты были полностью рыжие, и при беге они не поднимались, а волочились по земле. Со временем цвет на кончике стерся. Теперь белый кончик передается по наследству. Маленькие лисята рождаются с закрытыми глазами. Глаза открываются только на 12-й день. В этот период у них начинают прорезаться зубы. Внешне новорожденные малыши больше похожи на волчат или шакалят, чем на представителей лисьего рода. Лисы в паре заботятся о потомстве. Пока самка живет в норе с детенышами, которых может быть от 1 до 11, самец добывает им пищу. Лисы издают огромное количество звуков. Основных звуков больше 40. Лиса даже может имитировать лай собаки. Самая разговорчивая – это обыкновенная лисица. В наших краях живут несколько видов. Это обыкновенная лисица, афганская лисица и песчаная лисица. Мой герой малыш лис, судя по болтливости и белому кончику на хвосте, скорее всего обыкновенная лисица. Мы приехали в центр дикой природы. Малышу сразу вкололи витаминки и разные полезные вещества. Когда доктор его осматривал, он там даже пытался убежать. В общем, был недоволен. Я еще подумал, все с тобой будет хорошо. Раз ты уже начал баловаться и вредничать, это очень хороший знак. Малыш остается в центре дикой природы на лечение и на восстановление. Очень повезло, что у них в центре есть еще один малыш, примерно на неделю старше. Это хорошо, что их там двое. Когда малыши вместе, они лучше восстанавливаются и лучше развиваются. То, что будет дальше, малышей постараются отгородить от людей, для того, чтобы в момент восстановления они как можно меньше видели и контачили с человеком.
В следующие минимум полгода лисята будут восстанавливаться и набирать вес. Малыши должны стать больше и сильнее, только так они смогут вернуться в свою обычную среду обитания. Не переживайте, с малышами все будет хорошо. Помните, что мы часть этого прекрасного мира, точно так же, как и все живое на этой планете. И мы обязаны сохранить мир и эту планету для тех, кто придет после нас. Будьте хорошими людьми настолько, насколько это возможно. Берегите себя и будьте счастливы. А на сегодня все. Удачи всем, берегите себя.